Всем привет! Сразу извиняюсь за качество видео, но продолжаю серию своих видео о дефектации китайского станка низкого качества. Прошлое видео посмотрите здесь. Похвастаюсь, что я смог переточить старую деталь, нарезать черновую резьбу и выправить ее плашкой, но точить на станке из коробки металл пока не получается. В октябре у меня не получилось из цельной болванки выточить такой фланец. Болванка оказалась сталь 45, как это уже мне сейчас пояснили. В общем, не точится она вообще. Но ничего, пробуем, точим, изучаем. Для покупки подшипников и иных запчастей пришлось съездить в Европу, посетил австрийский технический музей, посмотрел на качество настоящих станков, пусть и малогабаритных, и воодушевленный приступил к дальнейшей работе со своим станком. Это первый список дефектов, второй будет чуть позже. Удалось устроение сдвоения по валу. Новая втулка, новые гайки. Остальное все прежнее. Для тех, кто не хочет смотреть все видео, в принципе, список здесь изложен. А о ограничениях и дефектах самой конструкции я расскажу в следующем, третьем видео. Итак, продолжение дефектации, которая очень хорошо выполняется во время нарезки резьбы или попытки отрезать стальную деталь. Сейчас слышите звук работы гитары, собранной на нарезку резьбы шаг 1,5. Все кривое и воющее. Втулка оказалась запасная не развернутая, то есть нужно, используя бронзовую наставочку, выталкивать те, которые шли с шестернями при сборке. Тоже такой неприятный момент. Перебираешь, все ставишь, потом оказывается кривая. Переходим к суппорту. Поперечной подачи. Когда мы протачиваем буквально по одному-два деления, каждый раз отводя резец и подводя его, это просто какой-то кошмар. То есть надо это все однозначно перебирать, иначе прорезать резьбу — это бесконечный поиск то пустого прохода, то чуть-чуть больше возьмешь, или станок остановится, или закусит. Значит, в продольной то же самое. Лимбы, ну как все и пишут, что-то нужно разбирать и искать, в чем там причина какого-то закусывания, лимбы не работают. Ну, это люфт. То еще плохо из-за того, что наточенная регулировка пластины, которая здесь подложена для убирания люфта, чуть подожмешь, становится очень туго, крутить становится очень тяжело вручную. Чуть отпустишь, все начинается чувствительный люфт, прямо когда заходит резец, видно, что все сдвигается. У растяжки плохо профрезерована поверхность ложа под резец, но есть еще и проблемы с прочностью. Было бы хорошо, чтобы не было сделано на 4 стороны, потому что никаких тут 4 резца не поставишь, чтобы здесь были перемычки, чтобы жесткость была намного больше этого маленького квадрата. Уже в инете есть у людей видео. Зажимать ключом нужно очень чувствительно, потому что иначе лопается здесь, есть трещины здесь, лопаются вот эта вот верхняя часть. То есть тоже с этим надо быть очень осторожным. Если кто-то уже купил станок, будьте внимательны, зажимать никакой там силы не надо. Этот ключ вот этого размера, это слишком большой ключ для вот этого крепежа. Поэтому будьте аккуратны, здесь нужно все достаточно мягко зажимать. Переходим к задней бабке и люфту, который есть у пиноли. Порядка 7 соток. Выпускаем пиноль, например, на такую глубину. Ну, понятно, что люфт стал уже 12 соток. Сверло прямо видно на глазах, как шевелится, плывет и так далее, и так далее. То есть это вот, я заметил, не на металле, на обычном капролоне. То есть надо потом однозначно иметь тонкие для внутренней расточки резцы, ну и пытаться исправить сситуацию после этого вот прогрызания, вот этой болтающейся задней бабки. В остальном, насколько она применена, ничего сказать не могу. У меня во всех моих операциях болезни с падающим ключом не было. Нужно
провернуть ключ и сзади гайку, так, чтобы оно стало не в положении том падающем, а было здесь, когда вертикально стоит. Ну, все нормально, жестко зажимается. Насколько там идеально все, ничего тут не проверял. Ходит задняя бабка по вот этой призме, поперечный суппорт ходит под этой более крупной призме. Проблема электроники этого станка — это не дефект, это конструктивный недостаток. Значит, станок, если мы запускаем, начинает работать, например, при нарезке резьбы, нам нужно остановиться, чтобы вернуть резец, не размыкая маточную гайку, чтобы вернуться потом на ту же самую резьбу. Что нам приходится делать? Нам приходится выключить станок, переключить выключатель в другую сторону, опять включить станок, станок пошел в другую сторону. Как в моем случае нарезать нужно было короткую резьбу. Что получается? Нужно опять выключить, опять переключить вперед подачу и суметь, подведя резец, включить. Включить, притом каждый раз угадать положение очень сложно. Другой функции в принципе нет. На каждой подаче приходится выставлять обороты. Тянет на 200 оборотах. Меньше он просто физически не тянет нарезку резьбы. Даже на сотку посадки. Выключаем. Обороты остались. Все, станок не запускается. Нужно выкрутить регулятор, включить регулятор, и тогда только пойдет. То есть вот этим рычагом, вот видите, хоп, обнуляется, включаем, он уже не включается. Нужно выкрутить, вкрутить. Ну, в остальном нужно практически попробовать, как это делать, и просто, ну, скажу честно, ошалеете через какой-то момент от этого бесконечного кручения ручки. Я уже не говорю про то, что этот выключатель до того хлипкий, что, ну, думаю, на 10 резьб хватит, после этого он просто сломается. Все хлипко-пластмассовое, но вот так сделано. Я думаю, это проблема прошивки непосредственно в данном станке, потому что просто-напросто при сбросе в ноль производитель специально сделал, чтобы не было запуска на тех оборотах, которые стоят. Чтобы каждый раз станок запускался с нуля, то есть разгонялся медленно. Такую резьбу, ну, мне понадобилось порядка, наверное, 20 проходов. То есть процесс представлял из себя работу с зажатой маточной гайкой, работу при запуске выставляешь там плюс 1 единицу, одно деление на проход, проходишь, останавливаешь станок, меняешь направление, отворачиваешь назад. А назад это не чуть-чуть, это нужно выкрутить до выбора люфта плюс 1 или 2 единицы. После этого делаешь возврат суппорта, после этого вворачиваешь уже не 1, а 2 единички, делаешь опять. И так гоняешь до посинения, туда-сюда, нарезая эту резьбу. Чуть перебрал, сразу закус. Чуть не добрал, пустой проход. Ну, все это, чистую резьбу нарезать, это надо обладать каким-то невероятным, наверное, искусством на этом станке. Потому что все, мощность, люфты, все это в сумме, невозможность переключения направления приводит просто-напросто к постоянным каким-то ошибкам. Потом взял плашку и уже вручную, проворачивая патрон, просто-напросто плашкой прорезал эту резьбу. Резец не сломал, ничего не сломал, все получилось. Поэтому вот такие дела. Для меня это первая резьба, крупная, сделанная на станке. Я рад. Все остальное, ребята, тренируемся, как говорится, сами. Поговорим теперь об электродвигателе, которые уже, к сожалению, сгорают у отдельных мастеров. Но и, в принципе, находится в очень сложном режиме работы, когда работаешь на пониженных оборотах. Померил диаметр вала, конкретно моего экземпляра 14 мм, то есть, ну, то, что говорят, 1100 Вт. Ну, а теперь, ребята, чтобы просто иллюзии про 1100 Вт пропали. Вот
Трехфазник, который, надеюсь, в будущем заменю. В этом станке 750. Это двигатель по отношению к этому маленькому станку. И это всего 750 ватт. 1400 оборотов. Какой для PG ремня, сколько должно быть задействовано дорожек, какой ширины ремень, чтобы передавать эту мощность на валу. Вы сами понимаете, те веревочки, которые стоят на данном станке, никак такого крутящего момента и мощности передавать не могут. То есть все это фикция, реально тут 400 ватт. То, что в обзорах показывают, что потребление 600 ватт, 600-650 ватт пиковые получается, так оно на самом деле и есть, потому что мощность потребляемая и мощность отдачи по двигателю примерно так и получается. 400-450 ватт. При нарезке резьбы, когда мы ставим там 180-220 оборотов, понятно, что в этот момент мощности тут остается 100 ватт. Вот этими 100 ваттами за 20 проходов я и смог прогрызть след для резьбы, потом чтобы запустить плашку. Сейчас много обзоров пошло уже станков серии CGM 280 там и аналогичных за $2000. Посмотрите, какой там 750-ваттный мотор и какие ремни. Но рассчитывать, что это станок, который можно использовать для какого-то там производственного или там бизнеса, понятно, что не приходится. Нужно переделывать, ставить более мощный мотор, изменять шкивы все, для того, чтобы появилась мощность на подаче. Ну и то, что делают ребята, ставят электронные гитары. Да, наверное, это единственное правильное решение, потому что эти воющие шестерни и вот этот вот режим электроники, переключающийся, никак не обеспечит возможность проходов туда вперед-назад суппорта и выполнение каких-то операций стабильно, когда нужно настроиться, найти оптимальную скорость резания при малых объемах съема. Вот жаловались мастера, что таблица шестерен не точная и не выходишь на те размеры резьб, которые нужно. Скажу честно, не знаю, не проверял я все варианты, но по этой таблице смог собрать метрическую резьбу шаг 1,5. Значит, чтобы просто понимали, не сразу везде понятно. Буква H, там где используется буква H, это шестерня просто-напросто неиспользуемая, просто паразитная. Значит, вот мой вариант шага 1,5. Вот эти внутренние две шестерни, они просто как проставки. Значит, сделал еще второй эксперимент, что удивило там и отца моего. Взял советский подшипник с выборкой в 1/100 потихонечку, с такой вот какой-то пушистой стружечкой. Она такая пушистая-пушистая, мелкая-мелкая. Вот эти серые пластинки, вот они, с вот этой маркировкой. Можно даже потихоньку грызть подшипник. Скажу сразу, что-то больше взять невозможно. Прямо видно, как все разъебает в станке. И станок просто-напросто останавливается. В подшипнике не закусывает, потому что подшипник твердый, в отличие от более мягких сталей. Когда просто-напросто резец врезается, закусывает, все останавливается. Тут все так... В общем, все это ужасно. Крутящего момента на валу нет, поэтому все у нас... Но можно прогонять даже подшипник. Ну, это тут заслуга не станка, это заслуга этих резцов. Удивительно, но в принципе что-то можно делать. Для вытачивания втулки на шпиндель диаметром 50 не нашлось у меня на металлической болванке или трубы цельной, поэтому использовал сварной. Это не совсем правильно, пришлось немножко погрызть, но основная проблема, конечно, это отрезать трубу на станке, потому что брать нормально металл хочет, останавливается. Достаточно интересное упражнение. Мой план работы особо не изменился. Продолжаю работу по устранению дефектов и выходу на начало нормальной эксплуатации. В следующем видео расскажу свое мнение о конструкции данного станка с точки зрения применения в домашней мастерской. Всем пока. Будьте здоровы.